можно вообще не есть. Сейчас он это вам расскажет. Наверное, сегодня пить не буду. А я пока не могу остановиться. Ладно, пошел дальше. Скорее уж прийти. Ну все уже, вон лагерь. Фу, ребята, я еле дополз. Как будто батарейка села. Скажи, когда делать грустное лицо? Так у тебя и так не веселый. Подъем из первого во второй лагерь занял у меня 6 часов. У Макса 7, у Олега 8. Остальным потребовалось около 5,5 часов. Не так уж и плохо в отсутствие акклиматизации. По лицу даже как будто не устал. Физически устал. Силы покинули. Примерно где? Вот там, где фактически разъединили две связки. Мы установили палатку и разложили спальники на крыше. Солнце уже порядком припекало, и лавина с Чапаева не заставила себя долго ждать. Я еле успел закрыть тамбур, чтобы туда не набило снега. О, пиздец, как холодно. Просто шла лавина и засыпала лагерь. Вернее, ударной волной скинула наши вещи с палатки. Сейчас бегали их собирали. Но несмотря на лавины, опытные альпинисты, например Глеб Соколов, идут вниз через бутылку. Время 9:30. Давайте счастливо. Кто-то думает, что в альпинизме на высоких вершинах все холодно, но тут наоборот. У нас в палатке 36 градусов. Мы подыхаем от жары. Весь день жарило солнце, и с окрестных склонов сыпались лавины, лавинки и летели ледяные глыбы. В первой половине дня с Чапаева, во второй половине с Хантенгри. Гремят лавины и камнепады. А что у нас сегодня на ужин? А на ужин у нас Доброфлот. Консервы, которые, конечно, никто не ест, и пюре. Вечером, когда тень легла на лагерь, решил немного полетать. Ведь днем светило такое яркое солнце, что управлять мавиком не было никакой возможности. С высоты открывался шикарный вид на трещины и хорошо просматривался весь завтрашний путь на перемычку. Солнце спряталось за Чапаева и стало жутко холодно. Лагерь готовился ко сну. 5:30. Громыхнуло в бутылке. Мы собираемся наверх. Утром. На следующее утро встали с первыми лучами солнца. Если что, на двойке разделимся, да? Ну что, тогда двигаем? Тропа была натоптана, и путь до третьего лагеря занял 2,5 часа. Наконец-то мы все добрались до перемычки. Не совсем до перемычки. Ну, почти. Еще чуть осталось. Тяжко, правда, дался этот подъем.
Передохнув и установив палатки, мы отправились на перемычку потренироваться и пофотографироваться. Погода была изумительная, и виды открывались великолепные. Чтобы подняться на перемычку, нужно набрать около 50 метров по вертикали, по провешенным перилам. На перемычке обычно ставят палатки восходители с севера, те, кому неохота спускаться на одну веревку. Но здесь бывают нешуточные ветра, в то время как в лагере под стеною более-менее тихо. Тропа на вершину по перемычке идет в опасной близости от карнизов, поэтому нужно быть особо осторожным при отсутствии видимости и при свежевыпавшем снеге, когда тропы не видно. Руслан затащил нас на фотосессию. Ну вот как-то так. Просматривалась тропа на плечо пика Чапаева, маршрут, идущий с севера. Представляю, как тяжело, спустившись с вершины, снова набирать 200 метров по вертикали, чтобы перевалить на северную сторону. Процесс акклиматизации – увлекательное занятие. Порой ничего не надо делать. Сиди себе в лагере, трави байки, рассказывай были и небылицы. Ничего не делаешь, а акклиматизация идет. Особенно приятен этот процесс, если погода хорошая. В тот день мы узнали много интересного. Павло, скажи пару слов на фоне победы, которая закрыта облаками. Что сказать, нахрена я сюда приперся? Вот. Сидел бы в офисе с кондиционером, пил чай, печеньки ел. Чувствую я себя нормально. Тут же то холодно, то жарко, то ветер. Короче, нет идеальных условий. Вот сейчас мы находимся на 5800 на практически штурмовом лагере пика Хантенкли, да, третьем лагере. Вот. Мне бы хотелось узнать, что тебя сюда привело, откуда зачаток, откуда вот этот высотный альпинизм, желание восходить на большие горы и так далее. Меня зовут Андрей, мне 43 года. Первый раз в горах после школы я оказался в 37 лет. Мои дети начали подрастать, и было желание их сводить в горы. Мы ходили на Алтай, в Абхазию, Байкал, уральские там какие-то походы. А потом, что-то затянуло, сходили на Эльбрус 2 раза. И вот дети остановились на этом, а я пока не могу остановиться. Вот так вот. Так я оказался здесь. На 5800. Это уже выше Эльбруса? Это уже выше Эльбруса. У меня был пик Ленина, было 3 ночевки на раздельной. Был зимний Эльбрус в этом году, было 3 Эльбруса летних. Вот оказался здесь. Надеюсь, что все получится, погода нам позволит. А туда вот не хочешь? За облака. Ну там за облаками еще одна гора. Ну, это будущее, это планы на будущее. Это, видимо, уже в следующей жизни. Про горные походы, ты что, это длинная история. И первый раз я ходил на Килиманджаро в 2005 году. Мы поехали в Африку по совету знакомых. Я начал искать в интернете там сафари, Занзибар, и нашел такую фразу, что каждый мужчина до 35 лет должен сходить на Килиманджаро. До 50 лет должен сходить на Килиманджаро. Вот я подумал, ну что бы нам не сходить на Килиманджаро, вот, раз уж мы в ту сторону едем. И вот так я сходил в свой первый горный поход. Конечно, это оказалось все
Не так, как мы думали, На выход я уже не но вполне легко для того возраста. Мне было 35 лет. Вот, а сейчас 49. Пытаюсь подняться на Антонгри. Ну нормально. Вторая попытка. Да ничего, потихоньку. Ползем. Надеюсь, на штурмовой выход будет легче. Вот такой у нас лагерь. Парни тут разлагаются. Наелись, напились. Еда скотинит человек. Потихоньку превращаемся в скотину. Хорошая у вас палаточка. Это Руслан, наш гид. Он вообще один тут со снаряжением палатки. Ну, со снаряжением, с кастрюлями. Скоро готовить будем. Вот так отдыхаем. Солнце жарит, но уже идут облачка. Вот тут мы акклиматизируемся. Лагерь под перемычкой, высота 5800. А вот эта стенка на нашу палатку не ебнется? Ну, она вообще-то ровненькая, гладенькая. Не должна, да? Вот так мы тут живем. В комфорте. И когда солнце спряталось за облаками, в очень хорошем микроклимате. А в лагерь прибывали все новые группы. Вы тоже с Урала? Нет, с Новосибирска. Ну все равно земляки. Да, земляки. Вот, мы только что поднялись. Вы на акклиматизационный? Да. Мы тоже. Очень приветливо встретили уральцев. Предоставили полный термос чая. Привет из Беларуси. Вкуснейшего на травах. Олег тоже поведал нам, как он попал на Хантенгри и что он ощущает в горах. Но уже спустившись с этого, с Эльбруса, рядом со мной садится мужичок. Ну вот по возрасту где-то между 50 и 60, да. И вот просто-напросто вот в прямой эфир говорит, чего-то я давно на хан не ходил. И тут как бы вот пазл складывается вот полностью. Однозначно хан, потом, соответственно, подготовка к хану. Это альплагерь Туиксу, после Туиксу на Таганай, после этого как бы здесь. Вчера, когда бутылку проходил по низу, шел один, идешь по этому карнизу, сверху видишь трещину эту, которая как бы козырек этот нависает, понимаешь, что ну, чисто теоретически она может съехать и прямо в трещину ледника. Дна не видно совершенно. И сразу мгновенно ты словишь себя на мысли, что... Нахрен я сюда приперся? Нет, не нахрен сюда приперся. А горы дают понять вот ценность каждого мгновения, когда вот ты там находишься внизу и просто не обращаешь внимания совершенно ни на что. Время от времени необходимо вот попасть в такие условия, когда хреново, очень хреново, чтобы понять, как хорошо там, где ты был неделю назад, 2 недели назад. И вот после пребывания в горах, да неважно, или это восхождение, или альплагерь, меня начинает вот реально переть, да, то есть вот появляется какая-то вот энергия неимоверная, позволяет ставить какие-то цели, да, мало того, что ставить, так еще и достигать их, да. Олег всегда приходил в лагерь последним. И не мудрено, у него был самый тяжелый рюкзак. Мы спросили, что же такое он несет. Оказалось, барсучий жир. Мне один парень посоветовал барсучий жир и с медом. Говорит, в свое время этим барсучим жиром вплоть до того, что туберкулез легких лечили. Не знаю, мне помогло. Не, подожди, отсюда ты понес. У тебя тут меда нет. Чё бы... У меня меда нет. Послушай, у меня есть
Ну, слушай, так А потом ты не... Подожди. Вот это вот. Ты чё, вот это ты сюда тащил? Это Полкилограмма, энерджайзер. Выдавил 2, ну условно так, 2 ложки, 2 глотка в рот затолкнул водой, залил и пошел дальше. Ну давай колись, что у тебя еще есть тяжелое. И вот это ты все тащишь. И этот, И еще у Макса 3 кило, и у Руслана полтора. кардиомагнит. Вот так вот мы и таскаем. Не, надо это облегчаться. Надо все, что есть лишнее, скидывать. Мне не нравится. На мой взгляд, трындец приходит, когда ты идешь не своим темпом. Да? Ну, то есть темп не соответствует твоему. Он может быть быстрый, может быть медленный. Ну, У всех может быть по-разному. бесконечно одинаковым. Не, я говорю, что он может быть разный у всех. И второй трындец приходит, когда ты перегружен. Когда ты перегружен, у тебя организм просто не может с этим справиться. Все. Ну и третий, там, когда у тебя нет до акклиматизации. В общем, Олег нам обещал рассказать, когда мы спустимся, он расскажет, для чего он брал барсучий жир и куда его надо мазать. Ну все, оставляй это все здесь. На вообще ревизию твоего рюкзака. Закапывай в снег. Пульс у всех был высокий, а кислород низкий. Samsung. Реклама девайс. Меряет кислород в крови и пульс. Ну вот пульс 114, кислород 80. Еще интересно, по-разному вот эта картинка пульса выглядит. Иногда второй удар сильный, иногда слабый. Ну вот у тебя 84 пульс и 84 кислород. Ну, все, держи. Показания твоего прибора мне больше нравятся, чем своего. Я что-то лежал. И тут вспомнил, у меня же коньяк есть. Но я ёбнул его. Мне так хорошо стало. Вот это самое главное. И понял, что одному скучно, да? И все, и на душе так стало хорошо, блин. Что-то мне страшно, пока коньяк. Слушай, ну я тоже, может быть, через 10 лет буду опасаться. Но сейчас пока нормально. Хотя Юрий Владимирович Ермачек, Не, ну тот вообще он монстр, Он- просто вечером выпил с утра в 4 утра и пошел в гору. так это-то ладно, я подхожу, в 11 году еще это было, приболел, а у меня первый тоже семитысячник, вот пик Ленина. И Юра что-то насморк, все там горло, туда-сюда, какие-нибудь таблетки там. Он молча берет, кружку вот так вот наливает, вот половину кружки водки. И себе также наливает. То есть из бутылки просто вот полбутылки вот так разлил. Будешь завтра здоровым, пей. Я прямо залпом ее выпиваю и в палатку. На утро точно здоров, вообще абсолютно. Никакого ни насморка, ничего. Но это, конечно, как бы раз на раз не приходится. Ты скажи зрителям, это мы не можем рекомендовать каждому. Да. А что вы думаете, дорогие телезрители, по поводу употребления алкоголя в горах, особенно на высоте? Насколько это полезно. Да. 95%, ну это мой личный опыт, 95% людей, которые употребляют алкоголь, им это вредит. На самом деле только 5% людей в горах алкоголь, ну надо знать меру, видимо надо знать меру свою. Вот. Но на самом деле очень интересно, что думают по этому поводу как раз телезрители. Ну надо спросить у Макса. Макс. Не, ну, Макс, Макс вчера так вечером в палатке сели, так вот так почесал репу, говорит, наверное, сегодня пить не буду. Оказывается, на высоте можно не только не пить, но я имею в виду алкоголь, но даже не есть. Есть своя теория, что когда ты идешь в горы большие, можно вообще не есть. Сейчас он это вам расскажет. Короче, я тут познакомился с мужиком, Причем мужик. потому что это его теория укрепила мои эти познания. Жизненный опыт твой Да, мой укрепил. жизненный опыт. Вот, он, короче, ходил на Аконкагу и вообще ничего не жрал. Вот, а другие 4 человек, они ели. И вот они делали фотографии. Его зовут Александр Вовний. Он этим голоданием балуется, ну, с незапамятных времен. Вот, если вы посмотрите эти фотографии, то он похудел меньше всех. Хотя ничего не жрал. Ну, то есть... Может, он ночью в палатке что-нибудь там. Ну, да, вполне ну, возможно. во-первых, ему нечего было худеть, во-вторых, он консультировался у меня перед тем, как на Аконкагу идти. Вот это Вот. поворот. Да, и он на самом деле
очень боялся, переживал, потому что такие высоты были первый раз. Это у него был специальный проект, Русское географическое общество его каким-то образом там спонсировало, и он делал вот отчет. Но он в это все голодание входил не просто так. Во-первых, он не первый раз голодает, это правильно сказано. Во-вторых, он не просто так в это все входил. То есть у него был определенный режим, по которому он в это все входил. И потом он пишет, что он терял сознание, что ему было плохо на восхождении. Он зашел. Но Аконкагуа на самом деле по сложности сравнима с Эльбрусом. Чуть-чуть повыше. То есть, несмотря на то, что это 7000-ник, все равно, там очень все просто. Конечно, люди и там гибнут, но по сравнению, по крайней мере, там с Хантенгри или пиком Ленина, то есть это все достаточно просто все. И потом человек реально готовился. То есть это была подготовка, это был спецпроект. И понятно, что похудел. Вот если я сейчас, вот я просто о себе, если я сейчас перестам есть и просто не буду есть, только пить воду, да, 2-3 дня, и силы мои меня покинут. Я знаю точно. То есть это... Он-то совсем не ел на Аконкагуа, а у меня же теория, что надо есть, когда тебе хочется. То есть, когда тебе не хочется, наш организм потребляет твои плохие клетки. И потом, когда ты спустишься и получишь свою дозу кислорода, то эти все клетки будут восполнены. И вес ты наберешь, значит, и более того, все плохие клетки будут заменены хорошими. Поэтому не пережирайте на высоте никогда. Так здесь и питаться-то неохота. Да, если неохота, ты лучше чаю попей. А когда тебе захотелось, я в прошлый раз, Саша, сало ел. Блин, так хочется сала, я же вегетарианец. Я буквально 2 ломтика сала съешь, и живой идешь на 6400. Не, сало на высоте хорошо идет. Кстати, его очень интересно спросить, что ты думаешь насчет голодания этого. Полезно на высоте? Я думаю, что не очень. Если хочется есть, то надо есть. Да, а вы напишите в комментариях, как вы считаете, полезно голодать на высоте или нет? Нас накрыло облаком. Ничего не видать. День был замечательным, но солнце зашло за Чапаева и стало холодно. Пора спать. Завтра нас ожидал ранний подъем и выход в 3 часа ночи.